Родилась я все равно девочкой, но только в мальчиковом теле, если так можно сказать. Я, конечно, очень люблю свою страну, Молдову. И, в принципе, я хорошо зарабатывал. У меня была своя компания там. И 9 лет работала в бизнесе. Для Молдовы 100 евро в день — это большие деньги, на самом деле. Я бы там осталась жить, если бы были бы другие законы. Если бы было действительно комфортабельно там. Действительно можно было делать, что хочешь. Пускай, если бы я даже была как геем, да? Но я даже как геем там не могла бы жить. Потому что не могла бы спокойно с мальчиком ходить за руку. Или он меня поцеловал где-то на улице, или я его. Я по национальности, сейчас не принято говорить цыганка, ромка. Я родилась в ромской семье, где традиции примерно очень схожи с мусульманскими странами. Например, один отец там свою дочку решил наказать, он палкой ее ударил по ноге, потом у него пошла там гангрена, и она через несколько месяцев умерла. Потому что они хотят жить с этим позором, с этим клеймом. Когда самолет взлетел, я начала плакать, потому что я поняла, что вот я покидаю свою родную страну, я как будто вот предатель. Хотя меня оттуда вот вынужденно органы власти, они меня просто изнурили, чтобы я уехала в другую страну. Тебя там сначала выкидывают родители из своей жизни, а потом страна тебе такой вот плевок в лицо. И, конечно, я там плакала, и когда прилетела в аэропорт, я слова сказать не могла. Я ревела. Он как бы спрашивал: все нормально, ты в безопасности? Я говорю: да я понимаю, я не от этого реву. Я реву от того, что мне вот стыдно, да, просить в чужой стране, чтобы меня защитили от моей страны. Это трудно очень в голове осознать. И даже в Армении, когда нас били, и у меня все тело было в синяках, у меня открытая рана была на голове, и я истекал кровью. Мне сказали: ты должен в Голландию поехать. Такие, как ты, не имеют места в нашей культуре, в нашем стране. Это каждому как бы известно, что в Голландии можно жить как гомосексуалист, выйти замуж, иметь детей. Это все зависит от самого человека, насколько он на это настроен. Если он не видит выхода, ему хоть какую радугу там протягивай, понимаешь? Он и никогда не найдет даже начала этой радуги. А все зависит от нас, от самих все равно. Я и переезжала в другой город, не помогло это, потому что менталитет у нас такой в России. Здесь другие люди, другой менталитет. Они воспитывались изначально с детства по-другому. Это, получается, социальное жилье. В Нидерландах это называется дом для одной семьи. Это вход, вот так вот. Здесь туалет в основном всегда находится на первом этаже. Это лестница на второй этаж, там 3 спальни и душ.
Здесь вот гостиная, совмещенная с кухней в основном всегда. По стандартам кухня, как бы шкафчики входят, но я как самый счастливчик получила еще бонусом газовую плиту и вытяжку, и был сразу встроенный холодильник. Тебе нравится? Очень. Я счастлива. Я родом из маленького городка, который лежит почти на границе с Казахстаном. Город Гай называется, Оренбургская область. Пространство очень замкнутое, и я рожденная в СССР, да, то есть пойти что-то узнать про себя у меня там особо не было возможности. Это не как сейчас, окей, Google, и кто я, почему я это что чувствую, и нормально это или нет. Но еще могу сказать, у меня сестра как бы бисексуалка была, и я думала, не может так быть, чтобы в семье типа одна паршивая овца, да, как их может быть две? Ее одноклассники узнали, что у нее роман с учительницей физкультуры, и они решили произвести коррекционное насилование. Ее изнасиловали несколько человек. Эта драма не закончилась наказанием, потому что их родители потом ходили, угрожали моей сестре и матери, что если они все-таки будут наказаны, сядут в тюрьму, когда они освободятся, скорее всего, вырасту я, у нас с ней разница 9 лет. И, меня такая же участь будет ждать. На что, они, мать и сестра повелись на эту провокацию, забрали заявление из полиции, эти люди не были наказаны. И, соответственно, эту драму ее никто не проработал, да, и все это тянулось по жизни у нее. Город маленький, все об этом знали. Каждый практически тыкал пальцем, да. Опять ты не такая, потому что ты испытываешь чувства к женщинам, ты ошибка природы. И после, сколько получается, ей было 16 лет, когда ее изнасиловали, и потом она все-таки жизнь покончила самоубийством 30 лет. С мебелью, помог мне сосед, который живет через дом. Буквально, когда мы переехали, то сосед сам пришел и предложил, вы, говорит, недавно переехали, наверное, у вас ничего нет, но он видел, что реально тут ничего нет, и еще долгое время мы жили, даже не было у нас пола на первом этаже. Короче, он нам привез пылесос, микроволновку, соковыжималку. Практически одним махом мы заставили пол квартиры, пол нашего жилья. Причем я его знать не знала и ничего ему не делала такого, за что он меня должен был благодарить. Или это я теперь ему что-то должна сделать, отблагодарить как-то. Да, Шань, айдайте шашлык готовить. Идем. В 10 лет я поняла, и потому что одноклассница у меня была девочка, казалась красивее всех остальных, и я не знаю, как будто какое-то чуть ли не полубожество, скажем так, да. Но
Также у меня был друг в классе, одноклассник, с которым мы хорошо общались. И сказав ему, что она мне нравится, я сразу просто получила пощечину от него. Он сказал, типа, это моя девочка, короче, типа, не лезь. Потом прошло время, когда стали говорить, ну, надо уже, короче, пора, наверное, там замуж выходить или еще что-то. Как у нас маленькое общество, да, 18 лет, у меня никого нет. 19 лет, у меня никого нет. Не выйдешь замуж, потом вообще никто не возьмет. Ну и получилось так, что, да, действительно, я вышла замуж, это был друг моего брата. И я подумала, что ну да, действительно, а почему бы нет? Так будет всем спокойнее, наконец-то все отстанут от меня, мама отстанет, там, общество, друзья. Я не могу сказать точно после первого контакта, не первого, да, но я забеременела. Ну, а там уже, соответственно, ребенок, что будет расти без отца, и все такие вытекающие последствия. Ты вообще его любила? Ну, нет. Честно скажу, нет. Муж потом говорил всегда, что я фригидная. Поначалу я думаю, ну, наверное, да, так и есть. Всегда была я виновата, я плохая, я это. А когда уже я ему сказала, что, ну, блин, сорян, как бы мне нужны девушки, да, я не хочу с тобой больше никаких отношений иметь. Он сказал, что я ему испортила всю жизнь, я его всю жизнь обманывала и все такое. Окей. Я думаю, все уже, да? Получается, за пару лет до того, как мы уехали, у меня начались отношения с девушкой, у которой тоже было 2 детей, которых тоже в свое время уже начали притеснять и в школе, и одноклассники, и на улице. А детям это еще сложнее переносить, потому что у них психика только формируется, да, и там на каждом углу, если им кричат, что ваши мамы лесбиянки, а вы тоже там живете целых 4 ребенка в одной семье, а вы 2 девочки, наверное, вы тоже такими же будете, а вы, наверное, уже, может, спите друг с другом. Решение было принято в феврале, что мы покидаем Россию. А до этого, в октябре, я подвергалась избиению. Один мужчина, который посчитал, что он имеет право очистить город от нечисти в лице меня. Заметив меня в кафе, я вышла покурить, начал говорить непристойные слова. У меня была просто прическа, не совсем, наверное, стандартная для нашего города. Был выбрит один висок и каре с асимметрией, короче. И он, поглядев на меня, сказал: «Ты ковырялка». Я такая: что? Зачем ты так говоришь? Это что вообще означает? Сначала он мне ударил в лицо кулаком. Я аж упала от удара, потому что это он был неожиданный совсем. Он меня начал пинать. К счастью, к моему, на тот момент подъехало такси, оттуда выскочил парень, он нас оттащил этого мужчину как бы от меня, мне помог встать. Я пошла, поднялась в кафе, мое лицо было все в крови, ко мне подбежала администратор и сказала: тебе лучше покинуть наше заведение, потому что ты выглядишь непрезентабельно, да, ты пугаешь клиентов, давай быстрее, короче, сваливай отсюда. Два, 3, 4, 5. У меня был такой каминг-аут на весь Инстаграм, потому что я начала вести открытую свою жизнь. Снималась в реалити-шоу, которое посвящено ЛГБТ-тематике, про лесбиянок. Постила это себе, не стесняюсь. Естественно, проблемы пришли. Были гомофобы. То есть там есть паблики какие-то, куда просто скидывают контакт, адрес, если знают. Потому что по сторисам видно, где живут, с кем живут. Сначала это были просто по телефону преследования какие-то, просто угрозы. Вот после чего как раз я обратилась в полицию. Меня там, грубо говоря, послали, напугали, угрожали. После чего
Как бы я поменяла адрес. Я жила с братом своей жены, девушки на тот момент, Оли. Он меня там первое время там выходил со мной, когда я там шла на работу, либо по делам. Встречал. Потом он задержался. Я вышла в магазин, как раз разговаривала по телефону. Там двое подошли и уже начали угрожать. Там они с электрошокером были, уже к дереву прижали. Я там закричала, потому что они вот этим шокером, ручкой, там он как фонарик, с одной стороны шокер, с другой стороны такой ручка. И они мне им по виску. Вот, то есть я приехала сюда с таким, с такой шишкой. У меня прям даже на фото-ID есть такой шрам. Почти 60% россиян негативно относятся к ЛГБТ-людям. Около 70% против браков, около 40% испытывают отвращение и страх. Число гомофобных преступлений в России только растет. Парень недалеко стоял, он все это увидел, я его сразу же позвала. Я сразу же на месте полицию вызвала. Я говорю, можешь как бы посвидетельствовать, да, всему? Он услышал, как что полиция приезжает, быстренько такой, нет, извини, как бы я не могу. Потому что все боятся. Дождалась одна, вот, села к ним в машину, начала объяснять. И наткнулась на еще больше негатив, чем вот, потому что ты от них не ожидаешь. Как бы тут избили, понятно, там какие-то нелюди, а здесь как бы вроде полиция. Вот, то есть это прям больше всего подавляло, когда они тебя запугивают какими-то проблемами, там посадим к цыганям, они там тебя по кругу. Ну вот слышать такое от органов власти страшно, потому что у них власть. Они могут это сделать. Это не просто слова, это не просто там побили, зажило, переломы срослись. Это всю жизнь могут под откос спустить. Я пошла в прокуратуру. Я говорю, а почему хотя бы даже, элементарно не передали дело в суд для административного, раз вы отказали мне в возбуждении уголовного дела, на что прокурор мне сказал, а ты действительно хочешь, чтобы это было все публично, да? Типа, ты как вообще собираешься здесь дальше жить? У тебя 2 детей, на что мне угрожал прокурор. Мне пишет моя девушка, говорит, я нашла возможность, как можно переехать в Европу. Еще когда-то премьер-министр Нидерландов сказал, после принятия вот этого закона пропаганды ЛГБТ, да, он сказал, что я готов принять всех граждан россиян, которые как раз-таки в связи с этим законом подвергаются насилию, притеснению. Все. А дальше мы просто собирали документы. Ты богиня. Сделай красиво. Это была очень сложная ситуация, потому что Настю преследовали. И когда уже время пришло что-то решать с этим, потому что ей было очень небезопасно оставаться жить, возникли проблемы с моим отцом. А у него обширный инфаркт сердца был, и у него большой рубец на сердце. Ему сделали шунтирование, и теперь ему нужна пересадка сердца, потому что там очень большой рубец. Мне нужно было быть рядом с ним, чтобы я могла работать и в то же время следить за ним, чтобы у него было все хорошо, чтобы не было никаких проблем, потому что рядом никого не было возле него. И вообще, как вам удалось расставание? Это было очень сложно. Я очень много плакала. Настя плакала, мы в аэропорту вместе плакали, но мы просто понимали, что так будет лучше. Мы знали, что мы будем вместе, мы не знали, как мы будем вместе, но мы в любом случае знали, что мы будем вместе с ним. Будем рядом. Я ворона, я тебе я верблюд, я тебе в это буду в рот плевать. Скажи «а». Скажи «а». Тьфу. Скажи «а». Тьфу. Да какая-то беленькая, я черненькая. Ты меня любишь? Очень сильно. Правда? Угу. Ладно. Тебе тоже. Так как это был коронавирус, у меня кончился Шенген, у меня не было визы, и было открыто только 2 страны, там Танзания и Марокко. И Нидерланды выпали просто сами собой, потому что это был транзитный пункт между Россией и Марокко. Я думала, хорошо, я долечу до Нидерландов, и здесь запрошу политическое убежище. Так как у меня в паспорте было много до этого виз,
Меня допрашивали в аэропорту, зачем летишь, куда летишь, с кем, зачем, откуда, почему. Как бы ты свободный вроде человек, не преступник, ничего не сделал, а тебя просто вот не выпускают. Я говорю, а я что, не имею права на солнышке погреться? Я говорю, из Питера там нет солнца, я хочу отдохнуть, выпустите. Самолет приземлился, я не знала, куда мне идти. Я как бы держусь, плачу, пытаюсь держать себя в руках. Нашла просто офицера в аэропорте Схипол. Нашла офицера, подошла к нему, объяснила ситуацию через переводчик. Они меня отпоили водой, успокоили, сказали подождать до утра в транзитной зоне. Вот. И я там ночевала, получается, потому что я прилетела вечером поздно, в 11 уже почти. И ждала утра, это было ужасно. К такому готовы не все, но убежище в Нидерландах начинается с тюрьмы. Несколько дней перебежчика допрашивают, проверяют документы, устанавливают законность пересечения границы. Адвоката предоставляют бесплатно. Полиция начинает работать только завтра. Вы переспите в аэропорту, а потом мы вас примут. Мне никогда в жизни не было так дико холодно. Там кондиционеры работали на всю мощность, по-моему. Ужасно. Я спала без никакого... Они взяли весь мой багаж. Мне не было чем укрыться. Я просто в футболочке была. Я прождала ночь и проспала. И отправили как бы в тюрьму. Как бы, это такая процедура, если обращаешься за убежищем в Нидерландах, они заключают на какой-то период в тюрьму. Слушай, а дети вообще спрашивали, куда вы, собственно, летите? Ну, старшие дети у нас были на тот момент в курсе, куда, зачем и почему. Младшие не были, потому что, опять-таки же, могли они рассказать бабушкам, и это ограничило бы нас в наших планах. Дети у нас ехали мелкие в путешествие. Нам надели в лагере в этом браслеты, так как у меня дети уже были в путешествиях. Мелко посмотрел, о, нас заселяют в отель, уже хорошо, наконец-таки. Но когда нам выдали одноразовые простыни и одеяло, там одноразовые, у меня дочь посмотрела и сказала, что за сервис, короче, почему? Это скольки-звездочный отель вообще? В тюрьме для меня был шок, что я представляла тюрьму по-другому, как по фильмам российским, не знаю. Были неплохие условия. В камере по одному человеку. Есть телевизор, душ, санузел, микроволновка, кормят. То есть, и очень они именно в тюрьме пытаются создать условия такие, чтобы у человека не было сильного стресса. То есть там была работница, она лесбиянка. Ей там 50 с лишним лет. И она очень понимающе относилась. Она рассказывала, что там, не переживай, у нас все по-другому. Вот смотри, у меня семья, она принесла фотографии свои какие-то с ее женой, с ее внучками, с сыном. И показала, вот смотри. Она мне когда первый раз начала показывать, вот это моя семья, вот так вот мы живем. А я этого никогда не видела. И у меня прям слезы градом. Она говорит, ты что плачешь? Я говорю, так у меня вот мурашки. Я говорю, я не понимаю, я вот только я убежала, у меня такие вот за последнее время были проблемы. И я слышу историю от человека, который мне говорит совершенно другую сторону. Что в этой стране по-другому, что это вроде недалеко. Я летела на самолете 2 часа, а менталитет у людей совершенно другой. За время рассмотрения прошения о беженстве претендентов ждет как минимум 3 интервью. Главное правило таких бесед – отвечать уверенно,
никогда не врать и всегда помнить, что отвечал предыдущему миграционному офицеру. Алин, вообще как это интервью происходит в лагере? Какая процедура? Интервью — это, это собеседование с комиссаром Министерства иммиграции. И комиссар задает вопросы, сколько было переездов, где жила, с кем были отношения, там, с кем встречалась и так далее. Там порой очень интимные вопросы задают, которые иногда просто думаешь, как можно такие вопросы задавать. В какой позиции был секс, первый твой секс? Например, говоришь, меня вот этот какой-то человек забрал на машине. И они спрашивают, на каком сиденье сидела я, в заднем или переднем, например. И они при помощи таких деталей пытаются поймать на лжи. Потому что много фейковых людей, которые под видом, что они геи, под видом, что трансгендеры или кто-то еще могут попытаться просить убежище. Вот конкретно в нашем блоке жили ЛГБТ-люди, трансгендерные люди, некоторые лесбиянки, а некоторые типа лесбиянки. Одну девушку заселили, она с вещами, все вещи в флагах. Футболка флажные, носки флажные, полный пакет флагов. Ну, видно, зачем на показ выставлять. Так. Да. Все у нее было в лесбийских флагах, все. Видно, что просто на показ делает. Интервью, хоть они задают такие интимные вопросы, я думаю, что это все равно справедливо, потому что ты просишь убежища у этой страны. И раз ты выбрал этот путь, и действительно есть угроза твоей жизни и безопасности в той стране, то такие вопросы, как интимного характера, они кажутся просто цветочками, по сути. А это может так оставить? Да, можно. Да. Я такая голодная, я прям не могу. Ну, сядешь туда. Ты когда шторы свои повесишь уже, наконец. Я родилась в ромской семье, где женщина ущемлена, даже больше ущемлена, чем в арабских странах, потому что женщине необходимо смотреть за домом, там должна быть уборка постоянно, чисто, готовка, смотреть за детьми, и кроме этого еще должна работать. То есть мужчина просто лежит на диване, решает вопросы, как они говорят, решает вопросы. С одной стороны, мне повезло, что я не родилась в девичьем теле, иначе бы у меня была бы такая же жизнь, похожая не на жизнь. Дня 3 назад, ты знаешь, мы немножко поругались с ним и подрались. Серьезно? Да, мы с ним подрались. И кто кого? Ну, конечно, он меня. Нет, я пыталась, честно, я была молодцом, пыталась. Нет. А с чего началось все? Причина была. Ты знаешь? Начнем с причины. Ну, ты же знаешь, он меня хочет, я его уже не очень. И я говорю, нет, не буду я сейчас. Как раз таки из-за дезинформации, из-за того, что мало информации, я и не думал, что есть такие люди, что возможно смена пола. Что я видел по телевизору? Здравствуйте, ваша тетя. Там. Еще какие-то травести-шоу, там, какие-то там. Но все это все на смеху, на каких-то там на шоу, вот это все. И когда мне было 19 лет, я увидел в каком-то фильме услышал слово «гей», и мне пришлось идентифицировать себя как гей, потому что другой информации не было для меня. Мой брат зашел как-то в мой компьютер, и он открыл мою страницу ВКонтакте.
Но тогда у меня была такая гейская страница. Он видел видео, там все это. Мы выходим на улицу, он говорит по дороге мне: ты знаешь, я видел эту страницу, это самое, что за бред, что это с тобой, говорю. Я ему сказал, это не моя страница. Мало ли кто из гостей был у нас дома, забыли выйти. Он говорит, ну сейчас проверим, типа вот как отправим, когда смениваешь пароль, приходит смс на тот номер, к которому привязан аккаунт. И он сделал это специально, чтобы эта смс пришла. И там была задержка где-то 2-3 минуты. Он говорит, я ему говорю, вот видишь, ничего не приходит. И сам. У нас уже начинается, заканчивается разговор, и тут сигнал. Пи-пи-пи-пи. Но после этого мне хотелось сбежать хоть куда. Мне было все равно, куда сбежать, потому что человек считается оскверненным. То есть пить из одной кружки или использовать какую-то совместную посуду, это будет уже пятно еще на том человеке, который его принял к себе в дом. Это может быть именно от близких родственников, там, двоюродных братьев, дяди, тети, попытки изменить, попытки вставить мозги на место. И это может быть до кровопролития, до сильного насилия. У меня все постоянно вот ком в груди, у меня тревога постоянно была. И я зашла в одну группу, там ЛГБТ-группа была. Я им рассказываю, что со мной произошло. Они говорят, беги, не думай, беги, если есть возможность, не оставайся в твоей семье. Это для тебя будет опасно. Если честно, когда я прилетела, мне было самое важное отношение ко мне хорошее. Мне не важно было условия, хоть тюрьма, хоть это. Но там была одна охранница, ее звали Кэти, она голландка. И она ко всем так относилась очень резко, очень... Я хотела ей сказать, как you complicate human, а сказала ей complicate man, потому что у меня английский был не очень хороший. Она такая, I'm not a man. Хотя она такая высокая, такая, она была, где-то у нее мужские повадки были. В общем, она обиделась на это, вызывает ко мне к себе в комнату, говорит, you're woman or man? Ты женщина или мужчина? Если ты женщина, почему ты идешь к мужчинам в комнату? Говорю, каким мужчинам? Он говорит, 5 мужчин жаловались, говорили, что ты просишь у них секса. Окей, если эти мужчины есть, позовите их сюда, пускай они не скажут в лицо, если это было. Я не буду это делать, говорю, I'm not gonna do this, just go in your room. Короче, только иди в свою комнату. И когда я наносила мейкап, одевалась, она стала и смотрела на меня. Она стала и наблюдала, как я одеваюсь, как я мейкап делаю. Открытого вида дискриминация, открытого вида ненависть, трансфобия с ее стороны. В субботу я пошла к контакт-персоне. Это сотрудник, который занимается помощью беженцев, независимая организация. И я рассказала все, что произошло со мной. Я, во-первых, сама плакала. И этот человек тоже плакала со мной. Она прониклась ситуацией. Она сказала, что она скажет начальству. И в воскресенье утром ко мне заходит в комнату, говорят, трансфер в открытый лагерь. Боже, я такая счастливая была в тот момент.
Самое сложное в процедуре получения беженства – жизнь в лагерях. И тут как повезет. Как правило, это отдаленные части страны. Туалет на этаже, поселить могут и в хорошую комнату, и в общагу на 8 кроватей. Пособия мизерные, а работать первые полгода и вовсе нельзя. Потом уже, когда во втором лагере, там уже плохо. Плохо из-за того, что очень много других беженцев. То есть из разных стран. И то есть это концентрат. Там и есть с арабских стран. Мусульмане очень много пристают. То есть они видят, девочка идет европейской внешности, там белая, с светлой кожей. Для них это сразу. Там предлагали секс за деньги. То есть в наглую. А для меня это стресс, для меня это шок. Как бы мне кто-то будет предлагать. Вот они мне писали в WhatsApp. Номера там брали, я не знаю, с каких-то чатов, групп или еще откуда. Они прям докапываются. Один там к стенке меня прижал, пытался там... Я прям в шоке была. То есть в лагере это не очень хорошие условия. Армения считается христианской страной, и там быть геем — это позор не только для тебя, но и для семьи, для друзей. Потому что в армянской культуре все говорят, что мужчина должна быть главой семьи, отцом. У них контроль очень строгий. Там родители постоянно вмешиваются в жизнь. А когда хочешь жениться, вот смотри, я нашел девушку, как тебе нравится или нет. Вот каждый день они сталкиваются с этими проблемами, как бы. Расскажи про Армана. Вообще, как он появился в твоей жизни? Это самое хорошее, что случилось в моей жизни. И вы до сих пор вместе? Сколько уже лет? Уже почти 11 лет. Проблемы начались в 2019 году. Короче, мать моего друга хотела, чтобы он женился и нашел девушку. Эта девушка, конечно, влюбилась в моего друга и хотела с ним семью создавать. После этого она как-то видит, что мы в его машине целуемся, и начинает как бы месть, да, мстить. И устраивает его и мою жизнь в ад. Мы с братом на машине ездили домой, и на дороге мы увидели, что нас преследует машина, и там были два пацана, два чувака, срезали дорогу нам, и, естественно, мой брат вышел из машины, чтобы понять, в чем дело. И один из них спросил моего брата: «Ты знаешь, что твой брат пидор?» И он, ничего не сказав, достал биту и начал бить моего брата. Я в ужасе как бы бросился защищать брата, но второй чувак достал у себя из рукавы ключ для машины и бил мне по голове. Начали жестоко бить.
и отзываться плохими словами, сказав, что я должен умереть, мне здесь не место в этой стране, и такие, как я, вообще не имеют права жить. У меня все тело было в синяках, у меня открытая рана была на голове, и я истекал кровью. Потом они еще сломали мне руку. Скорая приехала, мне с братом доставили в больницу, и там мы ждали почти 6 часов. И после 6 часов они без анестезии начали шить мне голову, рану. И я тогда орал от боли. И доктора тогда сказали мне: «Ой, не ори и не веди себя как девушка, показывай, типа, что тебе нравится, ведь же ты даешь могу нецензурные слова, даешь в жопу, типа, тебе это должно нравиться, так что терпи». После этого уже там угрозы начались. Я в течение 2-3 месяцев больше чем 100 угроз получил на свой номер. Что они отрубят мне голову, что они нас с Арменом убьют и вместе похоронят, что они сожгут мой дом. Наш общий знакомый помог нам найти вариант, как можно просто сбежать из Армении. Посоветовал купить билеты по транзиту в Голландию, да? Потому что у меня не было работы, и сделать визу это было невозможно. Конечно, в аэропорту в Москве задавали очень много вопросов, куда вы едете, почему. И вот ожидание того, что каждую секунду сейчас кто-то придет и скажет: выходите, вы оба двое, выходите отсюда. Прям страх до того, как самолет в воздух не поднялся. У меня вот прямо атаки, панические атаки были, у меня прям руки вот так дрожали. Но, слава богу, ничего такого не произошло. И мы благополучно полетели. Слушай, вот ты упомянул Бога, да? Ну, ты вообще веришь в Бога? Да. Я сам христианин, и, конечно, я знаю, что многие говорят, что Бог против гомосексуализма, но я задаюсь вопросом, если это так, если Бог против, почему Он тогда создал меня таким? Почему я должен страдать? Я считаю себя верующим человеком, потому что меня воспитали с детства. Но я поняла для себя, что для меня вера и Библия, и священники — это немножко разное. Потому что я поняла, что Россия как факт этого не принимает, соответственно, не примет церковь. Но, допустим, католическая церковь — это тоже христианство. Я просто сидела за интернетом, и возможно ли повенчаться девушки и девушки. И я находила информацию, что вот да, в католической церкви, это христианская церковь, можно повенчаться. В Германии вот был зарегистрирован брак. И я поняла, что Бог всех любит, неважно, мальчик с мальчиком, девочка с девочкой.
На переезд я решилась, потому что у моей девушки первоначально возникли проблемы в России. Она уехала, и я не могла на тот момент без своей девушки, сейчас без своей жены быть, потому что не видела жизни без нее. Я помню, что я очень сильно переживала. Я очень сильно волновалась, потому что 7 месяцев, но все равно думаешь, как я выгляжу, вдруг я сейчас не понравлюсь, вдруг я как-то изменилась. И я помню, с самолета выхожу, и она уже с этого самолета, и у меня руки трясутся, и думаю, боже, как это будет. И я выхожу, и она стоит. А она, помню, мне показалась такой маленькой. Ну, то есть, как будто такой обнимаю, она такой маленькой кажется. Я бросаю этот чемодан, бегу к ней, подбегаю к ней. Нас друг со стороны снимает. И мы просто стоим, целуемся. И вот просто стояли долго-долго, вот так обнимались. Просто не отпускали друг друга. Но это было очень ярко, очень переживательно. И непривычно, потому что все месяцев не видела, уже забыла, какой запах, вот как на тактильность человека. И такое все какое-то родное. Непривычно, но вот такое родное, запах свой. Круто было. Очень круто. ЛГБТ-браки в Нидерландах легализовали еще в 2001 году. При этом это была первая страна в мире, где однополые и разнополые пары получили абсолютно равные права, включая усыновление детей. Я с самого детства фильмы смотрю, где венчаются. И для меня венчание — это духовная связь. То есть с человеком скрепляешься сердцами, и потом на небесах вы будете вместе. Я всегда так считала. Вот. И говорю, давай попробуем, узнаем. И Настя начала смотреть церкви. Я списалась с пастором, с Дэвидом. Я им просто на e-mail написала, можно ли так вот 2 девушки? Они, конечно, да. И они нам торт заказали. То есть... Торт с нашими именами, да? Да. Торт с нашими именами заказали. Это очень круто было. И потом он с нами просто гулял. Мы гуляли, он спрашивал про религию, про то, как мы познакомились, какие-то наши истории, чтобы, когда он нас венчал, эти истории вставлять. И он даже организовал операторов, чтобы они вели онлайн-трансляцию, чтобы наши друзья из России могли посмотреть. Да, это самое интересное было. So we are here for the blessing, and you are all witnesses. Здесь мы, чтобы вас благословить, а мы все здесь находимся как свидетели. And people at home there, hi. I'm happy you're looking, because you're also witnesses of the blessing of their love. И люди, которые сейчас находятся дома, мы также рады вас видеть, потому что вы также являетесь свидетелями празднования этой любви. Я дарю тебе это кольцо в знак нашего благословения, что моя душа и тело будет принадлежать тебе, пока смерть не разлучит нас. Я также дарю тебе это кольцо в знак нашего благословения. Моя душа и тело будет принадлежать тебе, пока смерть не разлучит нас. Потому что очень современная церковь была. Она очень современная церковь. Она называется «Радужная». Не имеет отношения к ЛГБТ-тематике, она называется «Рехенбох», что в переводе «радуга», да. Это просто так совпало. Просто совпало. Это не ЛГБТ-церковь. Вот, и он тоже такой акцент сделал, когда зачитывал, говорит, это вот символ ЛГБТ-людей, свободы ЛГБТ-людей. И мы венчаемся вот сегодня в церкви под названием «Рехенбох». Зачитала из Библии отрывок, как Ной вывозил на ковчеге животных, и что он сказал, что там была радуга в этот момент. Тоже. Да, когда такой отрывок нашел с радугой даже из Библии. Настя и Оля по-прежнему живут в лагере, в ожидании легального статуса и в полной неизвестности. Рассмотрение может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Вера, а посещали мысли, что, может быть, стоит вообще все бросить и вернуться обратно?
Ну, меня нет, но мою девушку посещали эти мысли постоянно, потому что она, наверное, более нежная и... Ну, что да, зачем мы тут живем, ничего у нас непонятно, дадут, не дадут. Да, это некомфортно, но я могу перетерпеть этот комфорт, кто-то дискомфорт, кто-то не может. Постоянно были мысли, может, мы вернемся, может, мы вернемся. Я говорю, хочешь, возвращайся, я не поеду обратно. А как потом получилось, что ты оказалась в приюте для бездомных? Потому что... Было принято решение, что мы расстаемся, на что было мне сказано, если ты не хочешь со мной жить, тогда придется уйти тебе. Уходить было некуда. И через социальные службы как-то получилось так, что мне предоставили это место в приюте. И дети были тоже со мной. И я вам могу сказать, ребята, которые жалуются, что они плохо живут в лагере, они хорошо там живут. А приют для бездомных голландцев, или которые оказались в трудной ситуации, гораздо хуже. Не хуже, жестче, скажем так. Прям жесткий контроль. Там все по расписанию четко. То есть 2 раза в день ты ешь хлеб со всякими нарезками, либо с маслом, с джемом, хоть с чем, с намазками, да. Это такое, большая семья, причем члены этой семьи, могут быть и неприятные тебе люди, но ты не можешь ничего с этим поделать, ты оказываешься заложником в этой ситуации. А какая у тебя вообще была работа в России? Какая у тебя была профессия? То есть чем ты занималась? По специальности юрист я работала в агентстве недвижимости, риэлтором. То есть офис, хорошая одежда. Да, автомобиль. А потом как ты себя чувствуешь, когда тебе приходится становиться просто уборщицей? Работать никогда не стыдно. Стыдно не работать. И когда еще у тебя есть дети, и когда ты хочешь для них лучшее что-то дать, неважно, деньги, они не пахнут. Сегодня что-то не клюет. Окей. На данный момент я не жалею, что я приняла такое решение. Сейчас у меня все благополучно, я наконец-таки получила дом. Даже сами сотрудники этого приюта, они не верили, что я могу получить эту срочность. Но в то время я уже начала слушать медитации, аффирмации, визуализировать себе все. И сказала, нет, будет так, как я хочу. Я верю в себя, я верю в свои мысли, в силу своих мыслей. И так, как оно сейчас есть. И дом, в принципе, все, как я себе визуализировала. Вера, расскажи про эту самую визуализацию вообще. Как мне тоже так сделать? Просто представляете, что получили дом, как вы там живете, что в нем, как вы что-то хотите улучшить, не улучшить. Всегда вы художник своей жизни. Сколько ты за него платишь? Это социальная цена или реальная? Это, получается, социальное жилье. Арендная плата, получается, ниже среднего рыночного уровня, около 700 евро за аренду. Как дальше твоя жизнь развивается и протекает, это не имеет никакого значения. Буду я зарабатывать 100 тысяч в месяц, долларов, евро, все равно меня уже не выселят отсюда. Согласно Дублинской конвенции 1990 года, принять мигранта обязана та страна, которая обеспечила его въезд, выдала визу или пустила в страну. Миша и Армен улетали из Армении по испанским визам. Согласно конвенции, им грозило выдворение в Мадрид. Получилось так, что нас хотели отправить в Испанию из-за этой процедуры, дублинской процедуры. И после этого мы сбежали с лагеря. И скрылись 1 год или почти 1,5 года, чтобы нас не отправили обратно в Испанию. А как выглядит побег из лагеря? Почему вас не поймали? Это тоже я до сих пор прям не могу найти ответ на этот вопрос. Но как это все с нами случилось, это тоже miracle. Чудо было.
потому что мы встретились с голландской семьей. Они сами предлагали помощь, хотели нас помочь, чтобы мы остались здесь. И, собственно, у них мы жили год. Просто так пустили? Просто так. Мы встретились в церкви. Она подошла ко мне и очень мило начала со мной общаться. И так получилось, что однажды они зовут нас к себе домой, ужинать. И говорят, что у нас есть план. И они доставили ключи, поставили на стол ключи своего квартиры, да, и сказали: вы с завтрашнего дня можете у нас жить. И каждый месяц нам дали определенную сумму. То есть мы не работали, но в течение этого года мы очень много им помогли по поводу ремонта, по поводу что-то строить, убираться в доме. Короче, все что угодно. Мы пытались что-то делать для них. И в каком сейчас статусе? У нас сейчас здесь вид на жительство на 5 лет. И после 5 лет мы должны уже попроситься на паспорт, голландский паспорт. Вот, допустим, мы сейчас находимся в социальной квартире. Это квартира наших друзей. То есть они также жили в лагере, они ждали процедуру, они ждали это жилье, и им предоставили. Также мы получим жилье после того, как моя процедура пройдет, после того, как мы получим ответ, мы также переселимся в жилье, будем жить так полноценно в квартире. У нас есть друзья здесь тоже геи, им тоже дали хорошую квартиру в городе Хартервейк, тоже примерно такой же планировки, то есть 2 комнаты. И у нас также есть друг, студенческое жилье ему дали, потому что он молодой. Спасибо на то, что это государство пошло мне навстречу, что мне помогли гормональную терапию принимать. И да, я очень благодарна на самом деле, что и мне дали квартиру, в принципе, большую. И я счастлива, что я живу здесь. Но я могла бы жить там, если бы там были другие законы. А о чем ты сейчас мечтаешь? Может быть, что-то изменить? Во-первых, мой голос. Я бы хотела его изменить, но это стоит недешево. Это стоит около 7000 евро вместе с перелетом. Это в Сеуле делают операцию. Из-за того, что немного накрученная цена, но там дают гарантию, что голос не пропадет полностью. Потому что многие клиники, даже в Нидерландах, они не дают гарантии, что голос пропадет полностью, если делают операцию на голос. А что они делают? Они уменьшают связки. По мужскому типу связки, там есть такое отверстие. И вот это отверстие нам больше. Они немножко его спаивают. И за счет того, что уменьшается отверстие, голос становится выше. По-моему, я не взяла с собой ключи. В шкафу в гостиной. Быстрее. Вот ты молодец, попала. Я же знаю, дорогая. Мы очень хотим детей. Я думаю, что в будущем получится все сделать. А как ты себе это представляешь? Нужно
обратиться. Здесь это все делают по страховке. То есть они здесь все это понимают, что две лесбиянки биологически не могут они вдвоем друг с другом иметь ребенка. И это страховой случай считается у них. То есть они помогут. Можно найти донора, обратиться к врачу. Он сделает инсеминацию. И одна из нас будет рожать ребенка. И по документам он будет наш общий. Цель построения семьи. Цель свободно жить, не боясь, что где-то там за углом нас кирпичом по голове ударят. Если мы будем идти вместе за ручку, если мы будем идти вместе и колясочку с ребенком вести, что этого ребенка не украдут. Потому что мы лесбиянки, потому что это грех, потому что так нельзя. Армен сейчас делает курсы свои по профессию, а я занят просто языком. Я хочу выйти за ним замуж и жить с ним до конца жизни. Моя мечта – это моя жизнь. Вот, я живу так, как я хочу, все. У меня уже все хорошо. А мечта у меня круизный лайнер иметь и путешествия организовать. Возможно, для ЛГБТ-персон, чтобы они в этом путешествии знакомились. Это было что-то яркое, незабываемое. А как получится, посмотрим. Время покажет. Моя цель больше была всегда связана со мной, чтобы, глядя на меня, люди, даже и сомнений не было, что я какая-то необычная, да, что я транс-девочка. То есть тебе хочется быть обычной? Да. Ну, то есть просто такая мечта, да? У кого-то покорять Эверест, у кого-то быть звездой, быть необычной. У тебя вот такая, да, мечта, чтобы быть просто обычной. Да, быть обычной девочкой, просто вот слиться среди толпы женщин и не просто быть. Просто быть.